Приветствую вас, мои гениальные друзья! Меня зовут Пульхерия, вы на канале Записки Пользователь или вы гениальный кулинар? Грядет череда праздников, и ни один праздничный стол не обходится без салата. Хочется своих близких людей порадовать каким-нибудь оригинальным салатом, и в то же время не хочется забывать традиционные салаты. У меня есть решение, 2 в 1. Мы приготовим знаменитый норвежский салат, который очень похож на наш салат «Сельдь под шубой», но только он гораздо вкуснее. У него более тонкий, деликатесный, изысканный вкус. Сделаем мы его в праздничном оформлении в виде рулета. Готовится он из доступных, простых продуктов. Я думаю, что этот салат не только украсит ваш стол, но и порадует вас своим вкусом. Для салата нам понадобится 1 скумбрия холодного копчения, 1 свекла большого размера, 1 большая морковка или 2 средних. Морковь и свеклу надо отварить. 3 яйца, сваренных вкрутую, 1 яблоко, 1 красная луковица, 150 грамм круглозернистого риса, который надо отварить. Рис должен быть не очень рассыпчатым и не должен быть клейким, а вот такой примерно как у меня. Кроме этого, нам понадобится майонез. И лучше всего, если вы будете использовать домашний майонез, потому что в отличие от фабричного майонеза, это совершенно натуральный продукт. Рецепт майонеза есть у меня на канале. Готовится он всего пару минут и из доступных продуктов. Итак, приступаем. Первоначально мы с вами должны замариновать лук. Нарезаем его достаточно мелко. Порезанный лук отправляем в чашу. Лук заливаем горячей водой. Теперь добавляем примерно чайную ложку соли, чайную ложку сахара и добавляем винный лук, столовую ложку. И оставляем это все мариноваться. Теперь мы свеклу натираем на терке. Свекла у нас отварена и очищена от кожуры. Теперь в отдельную посуду натираем морковь, которую мы отварили и очистили от кожуры. Морковь мы потерли, и теперь переходим к отваренным вкрутую яйцам, которые натираем также в отдельную посуду. Яйца мы потерли, и теперь переходим к яблоку. Яблоко очищаем от кожуры, от семян, и также его натираем в отдельную посуду. Мы потерли яблоко, и теперь мы с вами занимаемся скумбрией. У скумбрии удаляем кожу и все кости, и затем нарезаем ее достаточно мелко. Лук замариновался, откиньте его на дуршлаг, и пусть он немного подсохнет. Скумбрию порезали, формируем рулет. На пищевую пленку выкладываем слой предварительно отжатой свеклы и распределяем его в виде прямоугольника. Свеклу сверху накрываем пленкой и прижимаем. И так поступаем с каждым слоем. И такой тонкий момент, друзья мои, вы должны сами решить, будете вы ли солить каждый слой. Для меня, допустим, будет излишне соленый. Я считаю, что скумбрия достаточно соленая. Этот слой мы не смазываем майонезом. Выкладываем морковку. Морковь, как и свеклу, надо предварительно отжать сквозь марлю от излишнего сока. Выкладываем в форме прямоугольника. И обратите внимание, мы находим до конца ширину 1–1,5 сантиметра. И также каждый следующий слой мы должны делать меньше в ширину на 1–1,5 сантиметра. В длину они могут быть одинаковые. Накрываем слой моркови пленкой и также прижимаем. И вот теперь на этот слой мы будем наносить сетку из майонеза. Нанесли сетку, и следующий слой у нас из риса. Точно так же его выкладываем, от краев отступаем 1–1,5 сантиметра. Сделали слой из риса, прижали его сквозь пленку и на него наносим майонезную сетку. Следующим слоем мы кладем маринованный лук. Также его распределяем. Лук распределили равномерно, прижали его пленкой, нанесли майонез, и теперь мы кладем слой яиц. Слой яиц прижали пленкой, сверху нанесли сетку из майонеза. Теперь у нас последний слой – это скумбрия с яблоком. Яблоко придает очень интересный
пикантный вкус нашему салату. Выкладываем горочкой посередине скумбрию копченую и яблоки. Сверху мы покрыли также сеткой из майонеза. Прижимать этот слой не надо, он должен лежать горочкой. И сейчас мы будем соединять наш рулет. Берем за концы пленки и соединяем с некоторым нахлестом. Снимаем пленочку и проверяем наш шовчик, чтобы он был у нас ровненький, хороший. И теперь мы в пленку заворачиваем вместе с концами. Поджимаем концы и прокатываем его. Завернув вот так вот рулет в пищевую пленку, мы отправляем его в холодильник выстояться, пропитаться. Можно даже на ночь. Друзья мои, норвежский салат должен простоять в холодильнике, завернутый в пленку, не менее 3 часов. У меня он простоял 15 минут и уже прекрасно держит форму. Но я не рекомендую так мало его держать в холодильнике. Этот прекрасный салат еще хорош тем, что его можно гостям подавать порционно. Я думаю, что этот салат вам очень понравится. Я буду очень рада, если этот салат войдет в коллекцию ваших рецептов. Советую вам приготовить этот прекрасный салат к ближайшему празднику. Приятного аппетита, друзья! Готовьте с удовольствием. И не забывайте, что вы гениальны, поэтому у вас все получится. С вами была Пульхерия. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. До новых встреч. Пока-пока.